Не дайте себя одурачить. Старые криптовалюты, монеты, динозавры вернутся на рынок. Может, не все, но многие из них вернутся. Сейчас каждый криптоинфлюенсер говорит вам, что старые монеты умрут, а новые появятся во время нового бычьего рынка криптовалют. Но это не совсем так. Конечно, внимание приковано к новым криптовалютам, но старые монеты могут вернуться и приносить хорошую прибыль. Они могут вернуться и приносить значительную прибыль. В большинстве случаев так происходит, потому что люди ничего от них не ждут. Не верите мне? Посмотрите на графики и исторические данные и убедитесь сами. Вопрос в том, какие именно монеты вернутся, какие криптовалюты потенциально могут вернуться, какие монеты вы можете держать у себя и получать прибыль. Итак, в этом видео я расскажу вам о 5 криптовалютах, которые могут вернуться. Их можно будет включить в свое портфолио и добиться значительных успехов. А сейчас стоит добавить в список наблюдения. Начинаем прямо сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция Crypto.ru перевела для вас ролик с канала The Crypto Factor, в котором автор рассказывает про топ-5 криптовалют с шансом на большой камбэк. Поставьте лайк этому видео. А еще подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Итак, на каждом бычьем рынке криптовалют мы видим появление новых монет, приносящих значительную прибыль, и входящих в топ-10 и топ-20 монет. Но если вы уже давно в этой игре и внимательны, то также увидите несколько старых монет или так называемых динозавров, которые возвращаются и приносят значительную прибыль. Таким образом, имеет смысл держать эти криптовалюты в мини-портфолио, если хотите в стиле венчурного инвестора и действительно получать прибыль с них. Я не говорю про очевидные варианты вроде биткоина и эфириума. Я говорю про криптовалюты, которые мы меньше всего ожидаем, про которые мы забыли, потому что появились новые блестящие монеты. Подростковые монеты привлекают наше внимание, и мы не видим, что еще происходит. Мы не обращаем внимания, потому что там старые монеты. А мы идем за новыми, если хотите. Поскольку наше внимание сосредоточено на подростковых монетах, мы забываем о других монетах, о старых монетах. Но мы также забываем, что те старые монеты — это леди, и они работали над собой, ходили в спортзал, загорели и все такое, стали выглядеть по-настоящему хорошо, сексуально, и у них есть опыт. Они знают, что делают, они уже бывали здесь раньше. Не поймите меня неправильно. Новые криптовалюты, новые монеты — это хорошо и все такое, но у них нет такого опыта. Они еще не достигли такого уровня. Это становится странным? Да, определенно. Как бы то ни было, мы хотим сохранить некоторые из старых монет в нашем портфолио. У них есть шанс вернуться на рынок. Например, Illuvium. Это игровая монета, игровая криптовалюта, которая была довольно сильно раскручена. И многие забыли про эту криптовалюту ради GameSwift и GFL. Но это хорошая монета, это хороший проект. Хотя эти новые криптовалюты хорошо зарекомендовали себя и принесли нам прибыль, и, вероятно, продолжат приносить прибыль, нам стоит оглянуться и посмотреть на такие монеты, как Illuvium. На графиках Illuvium находится на уровне $71, снизившись с огромного значения в $1856. У нее есть потенциал к росту, если она преодолеет отметку в $156. Вдвое больше, чем сейчас. Дальше не будет большого сопротивления росту. По моему мнению, она может вырасти до $479. Но это хорошая цена. А если монета преодолеет этот уровень, то она даже может вырасти до $500, $600 или $700. Достигнет ли она исторического максимума, я не знаю. Я считаю, что уже должна была, но потенциал есть. Я думаю, что продавать надо вот здесь. Зависит от того, в какой стадии рынок.
Это значит, что если мы поднимемся туда рано, вы фиксируете прибыль и ждете. Но если вы хотите выкупить обратно, потому что у вас больше времени и у рынка больше времени, то делайте это и продолжайте, особенно если игровой нарратив станет популярным. А если рынок подходит к концу, вокруг большой ажиотаж, вы видите, как все растет, все говорят о криптовалютах, даже таксисты и ваша бабушка, то, вероятно, пора продавать и не ждать небывалых прибылей. Далее у нас Polkadot. Сейчас Polkadot много делает в фоновом режиме. Вы можете знать или не знать об этом с помощью Polkadot или DOT 2.0. Слушайте, это мощный проект, мощный блокчейн с вариантами использования. Они уже занимаются маркетингом, тратя много денег на маркетинг. Это значит, что они не сдались, они все еще внедряют инновации, все еще создают. Я думаю, что люди забыли про них. У Polkadot есть большой потенциал для возвращения. Сейчас цена Polkadot $5,3, но исторический максимум $46. И это может повториться снова. Polkadot может вернуться к этому рекордному показателю и, возможно, превзойти его. Что бы сделал лично я, подождал бы, пока Polkadot не преодолеет отметку в $7,3. Предположу, что после этого она повторно протестирует отметку в $10,9. И если она преодолеет и ее, то сможет подняться еще и преодолеть несколько зон сопротивления. Так что $5,3 могут быть хорошей ценой. Возможно, вы захотите дождаться прорыва этого сопротивления, скупить монеты и продавать их по мере роста. Если цена снова упадет, вновь купите их и так далее. Кстати, у меня есть подробное видео про Polkadot 2.0, про то, что они делают. Оставлю ссылку на него прямо здесь. Обязательно посмотрите его после этого ролика. Также оставлю ссылку в конце этого ролика и в описании. Далее у нас Syndicator или CND Coin. Этот проект позволяет вам торговать криптовалютными акциями и опционами с прогнозирующими индикаторами, используя искусственный интеллект. Тут указано, что доказанная историческая точность не менее 60%. Можно проверить это на графиках. Можно торговать более чем 100 криптоактивами, акциями и фьючерсами. И, конечно, есть возможность отменить сделку в любой момент. Syndicator обратилась ко мне с просьбой снять спонсорский ролик, но я решил включить их в этот список, потому что я действительно думаю, что они могут вернуться. Почему? Из-за нарратива ИИ и того, что они платят за маркетинг. Возможно, они пытаются вернуться на рынок. Мы не знаем этого наверняка. Конечно, все может обернуться крахом. Но позвольте показать вам кое-что, связанное с ценой. Если вы посмотрите на цену Syndicator, на цену CND, то увидите, что... это полный пушной полярный зверь. Тут не поспоришь. Такое ценовое действие ничем не оправдать. Но на таком уровне есть вероятность, что цены могут вырасти, хотя они могут и снизиться. Но если они займутся маркетингом и настроены серьезно, то это хороший вариант. Это хороший уровень для покупки. Лично я бы подождал, пока монета не пробьет несколько уровней сопротивления. Но вообще я бы продал на уровне 3 центов. Затем я бы зафиксировал прибыль на уровне $0,048. А потом я бы просто вышел. Если это произойдет, если цена поднимется, преодолеет этот уровень и получит поддержку, тогда я буду активно покупать. Потенциально мы можем дойти до 12 центов. Я не знаю, и я не думаю, что они достигнут исторического максимума. Есть вероятность. Я бы подстраховался на этот случай. Но Syndicator может стать хорошим выбором, особенно с учетом того, что они еще не вышли на бирже. Вы можете возразить, что это старый проект. Почему же они все еще не на биржах? И да, тут все выглядит дерьмово. Но это все еще вариант. Если мы взглянем на их аккаунт в X, то увидим, что их последний твит, последний пост был 27 января 2023 года, а до этого 19 августа 2017 года. Выглядит очень плохо. Вовсе нехорошо. Я бы хотел, хотел бы увидеть от них больше твитов или постов, больше видео. Я бы хотел видеть больше действий. Может, они только начинают. Внесите их в свой список наблюдения, ознакомьтесь с проектом и решите, подходит ли он вам.
Посмотрите, как вы можете использовать этот проект и что он дает. Возможно, вариант использования стоит гораздо больше, чем фактическая цена монеты. Но в целом я бы внес их в список наблюдения, посмотрел бы, как она работает, или, возможно, купил бы немного на случай, если вы не планируете следить за ней постоянно. Но да, посмотрите CMD. Далее у нас Chainlink. Она стоит $14, $14,5 или около того. Большинство людей забыли об этом проекте и отказались от него. Посмотрите на ее цену. $14. А каков исторический максимум? Он составляет $50. И я действительно думаю, что Chainlink или Link преодолеет этот максимум. Я считаю, что данный проект из этого списка преодолеет свой рекордный максимум. Я почувствую себя намного увереннее, когда цена достигнет 20 или $21. Но вы хотите покупать в этом диапазоне. Если вы верите, что эфириум будет процветать, то Chainlink тоже будет процветать. Chainlink — это Oracle, отраслевой стандарт Oracle. Это значит, что он берет информацию за пределами блокчейна и передает ее в блокчейн для работы блокчейн-проектов. Слушайте, если вы верите, что эфириум собирается вернуться и преуспеть, а я думаю, что так и произойдет, то у Link тоже все будет хорошо. Смотрите, они многое делают. Они работают со Swift. Они активны в соцсетях, постоянно обновляют информацию. Я думаю, что Chainlink — это недооцененная криптовалюта. Далее у нас Cosmos. Это странная криптовалюта. Сейчас она стоит $6,9 и испытывает трудности на этом бычьем рынке. Конечно, она находится выше этого уровня сопротивления. Я думаю, что она уже достигла дна и может отсюда пойти наверх. Но я буду честен с вами. Я продал Космос. Я продал Космос, Озма, Дим и так далее. Я держал у себя и стейкал Космос. Я хранил его у себя для потенциальных аирдропов, а также держал другие монеты экосистемы. Кошелек Kepler просто потрясающий. Это лучший опыт, который у меня когда-либо был, но я решил не гоняться за аирдропами. У меня просто нет на это времени. Однако это один из моих любимых блокчейнов для использования. Он быстр и прост в использовании. Он работает, и если это сработает, если монета начнет привлекать внимание, то все будет очень хорошо. Я не знаю, сможет ли она протестировать эти сопротивления, возможно, оспорить рекордные максимумы в какой-то момент на бычьем рынке, совершить прорыв в голубое небо и открытие цены, если преодолеет отметку в $10. Я не знаю, но по моему мнению, Космос — хорошая монета для хранения, если вы держите ее или планируете держать ее. Я мог бы продать не весь свой Космос. Я мог бы продать весь Озма и так далее. Но я думаю, что буду хранить свой Космос. Я считаю, что он будет очень хорошо продаваться. Если вы посмотрите на веб-сайт Космос, стройте Interchain. Если вы действительно используете цепь Космос, то это лучший веб-сайт, который я когда-либо использовал. Все очень просто и быстро. Просто потрясающе. Проекты, построенные на этом сайте, работают. Это мой любимый блокчейн. Один из моих любимых блокчейнов. А вот и бонус для вас. Dogecoin. Так вот, Dogecoin, Dodge, настоящий пес, к сожалению, скончался. Но дух и концепция Dodge все еще живы. Видите ли, Dodge — это оригинальный мемкоин. Он никогда не притворяется тем, чем не является. Это мемкоин. Мы лучшая мемная монета. Вот кто мы. Вот что мы делаем. Это любимая криптовалюта Илона Маска, любимая мемная монета или криптовалюта. Это либо его любимая криптовалюта, либо одна из любимых. Точно знаю, что он ее любит. Есть шанс, что в какой-то момент он включит ее в X. И я думаю, он так и сделает. Просто имейте это в виду. Прямо сейчас цена Dogecoin составляет 12 центов. Рекордный максимум примерно на уровне 58 центов. Мы говорили об этом раньше, задолго до этого. Мы добились огромных списков благодаря Dogecoin. Но сейчас она здесь, и похоже, что цена скоро достигнет дна, даже если упадет чуть ниже 10 центов. Я думаю, что это конец. Вот здесь хороший уровень для покупки. Я думаю, что цена преодолеет отметку в 15 центов. Если вы верите в долгосрочную перспективу Dogecoin, то текущий уровень может быть отличной точкой для инвестиций, учитывая его популярность и поддержку сообщества. Есть шанс на рост в будущем, особенно если вас не пугает высокая волатильность рынка криптовалют. На этом все.
Рекомендуем посмотреть вот этот ролик, если не хотите пропускать новый нарратив в криптовалютах. И не забудьте подписаться, если вам понравился канал. Увидимся в следующем ролике. Переведено и озвучено редакцией сайта Crypto.ru. And I'll see you in the next video.